чего начался ваш духовный путь? Как йога появилась в вашей жизни? Спасибо, Ренат, за вопросы. Сложно сказать, когда начался духовный путь, потому что мы, ну, как я считаю, живем не одну жизнь и приходим в эту жизнь, рождаемся уже с какими-то наработками или исходными данными. И в моем случае, наверное, это было похоже на вот, вспоминание какое-то, своего рода пробуждение именно к пути. С детства я не могу сказать, что я интересовалась йогой, потому что я даже о ней ничего не знала. Был Советский Союз, и информации не было в моем окружении. Но я помню, что я любила медитировать на бесконечность, а, какие-то моменты. Когда я была чуть постарше, я практиковала молитву, Иисусову молитву в сердце. Я не знаю, правильно это было или неправильно, это было самостоятельно и с акцентом на медитацию, как я теперь могу сказать. То есть я погружалась в свет, Мгм. который давала мне вот эта молитва. Если и был какой-то образ, то он быстро исчезал в свете а, и в каком-то ощущении благодати, вот я бы так сказала. Но в какой-то момент, когда мне было уже достаточно много лет, ну как много, 23 года, в каком-то смысле была состоявшимся человеком, случайно узнала о йоге как о явлении Мгм. из какого-то телефильма советского, показывали по телевизору. Общая информация, но меня она очень заинтересовала. Проснулся такой интерес, вот, что существуют такие вообще люди, да, йогины, Мгм. что они совершают такие серьезные практики и посвящают себя садхане, отшельники и так далее. Посвящают себя Богу. Примерно через полгода после того, как я вот узнала об этом явлении, я уже стала заниматься. То есть появились какие-то материалы. По-прежнему не было много в моем городе, Брянске, доступно материалов, но что-то просочилось, и какие-то Мгм. занятия появились. Я нашла случайно. И, в общем, так оно началось очень быстро. И через полгода после начала занятий, даже, может быть, прошло и поменьше, может быть, 4-5 месяцев, я уже встретила своего гуруджи. И еще не понимая о том, что это, у меня не было никаких знаний. Я не знала, что такое гуру, что такое ученик. Традиция надхов тоже была очень туманна. Но я чувствовала, что это что-то очень важное в моей жизни. И гуру, хотя я, безусловно, не понимала его важности тогда, но я чувствовала, что это очень знакомый мне человек, близкий, можно так сказать. То есть сразу возникло доверие какое-то, буквально с первых встреч. Через пару месяцев я уже стала учеником. Тоже не понимаю, что это на самом деле значит. Гуруджи принимал в ученики других людей, которые, видимо, больше об этом знали. А я задумалась, нужно ли мне это, что это. Я почувствовала, что это поворотная точка в моей жизни, Мгм. поворотный момент. Если я упущу этот шанс, то я буду очень-очень долго жалеть об этом. Несмотря на то, что я ничего не понимала, я м, сделала этот выбор, наверное, самый важный выбор в моей жизни, и с тех пор я иду по пути, вот осознанно, скажем так, Мгм. осознанно духовный путь. Вот это был 2005 год, 20 лет назад. Ого. Потому что до этого все, что было, ну, какое-то развитие, оно было такое очень, ну, подсознательное, М. случайное, может быть. 20 лет — это очень много. Да, И, как вы сказали, что вы вначале
не было представления, что такое Да, ученичество и так далее. не А с было. течением практики, с течением времени менялось ли восприятие гуру, менялось ли восприятие цели, вот для чего вы практикуете? Конечно, конечно, менялось, учитывая, что вначале вообще не было никакого представления. Оно развивалось и продолжает развиваться. То есть я не думаю, что у развития есть какая-то конечная стадия. Это процесс. Я начала вот это свое путешествие вот в ученичестве, в понимании, да, что это такое, кто такой гуру, со служения. И не потому, что я где-то прочитала, что гуру Сева это там очень важно. Просто я была очень благодарна за все, что Гуруджи мне дал. И ну, мне казалось, что это так это бесценно, и мне хотелось что-то сделать для него или делать, чем-то вот отблагодарить. Я его спросила, что бы я могла сделать, и мне давал какие-то задания, там, перевод, м, какие-то переводы, работа с материалами, может быть, потом а, я делала сайты, то есть, ну, какие-то что-то посильное я делала, и через, как я сейчас понимаю, через это я глубже понимала суть вот этого процесса. Ученичество как связи с гуру, как ну, бескорыстного служения или самоотдачи. То есть какие-то вещи происходили, можно сказать, естественно у меня. Мгм. Возможно, потому что когда-то это было уже проработано. Я так думаю сейчас, да. Потому что за все эти годы, м, смотря на разных людей, или даже уча своих учеников как-то, я вижу, что очень многие люди вообще не понимают этих вещей, М. таких вещей, которые мне были изначально понятны. Ну, мне казалось, что так и надо, и это само собой разумеется. Может быть, вот у всех разные данные, и кому-то в этой жизни нужно учиться этому более основательно. То есть, я теперь не ожидаю, что все будут это как так понимать, да, как я понимала. Ну, безусловно, не все я понимала. То есть какие-то вещи были для меня новыми. Но постепенно я узнала, можно сказать, на опыте опыт. Ну, то есть я Мгм. не только занималась SEO, я практиковала, да, то есть это все идет параллельно с практикой, с обретением какого-то духовного опыта, в процессе вот раскрытия каких-то энергий, пробуждения сознания становится больше понятно, кто такой гуру и какова его роль, и что это вообще самое важное, и как гуру присутствует постоянно и в каждой практике, и является сутью любой практики. Потому что если это не так, то практика формальна. То есть это Мгм. просто техника, которая м, вряд ли она будет так работать, как должна. Она как бы пуста, без гуру, без этой наполняющей энергии, без благословения, можно сказать, без воли гуру, на то, чтобы практика сработала. Потому что когда гуру передает что-то, он дает свое благословение и свою волю на это. Если это правильно воспринято, то она реализуется. Там мантра или это ну, что угодно на самом деле. Это не обязательно какая-то техника, это может быть какое-то пожелание или какая-то коррекция, наставление, да. Например, Мгм. нужно учить язык. Воля гуру, да. Мгм. И если ты как бы воспринимаешь это, не сопротивляешься, то тогда ты учишь язык очень быстро, потому что в этом присутствует вся сила гуру в этом твоем действии. Это такой мистический процесс, который я постоянно наблюдала. То есть можно сделать вывод,
что происходит, когда ты не следуешь наставлениям или воле гуру, и что происходит, когда ты следуешь наставлениям, насколько велика разница. И если вот наблюдать, то можно избежать больших проблем на пути ученичества. Потому что ум всегда сомневается, но также наш ум, весь наш этот аппарат, да, мыслительный, Мгм. там же как бы есть способность вот наблюдать, делать выводы, различать. И если этим пользоваться, то все становится понятно. Но опять же, с моей точки зрения, потому что я вижу, что у людей это все по-разному. И иногда самые лучшие доводы, они не помогают убеждения. Еще я бы хотела, наверное, по этой теме сказать, что со временем на опыте понимаешь, что гуру одновременно присутствует и как отдельный человек в твоей жизни, да, в человеческом теле, да. Также он одновременно с этим присутствует внутри, как твой атман или как твоя ре- совершенная реализованная природа, которая всегда есть. И они не отличны, то есть это одно, то есть это аспект недвойственности. И это очень сложно понять, если нет опыта недвойственности. То есть это странные слова. Ум не может это осознать, знание, которое находится за пределами ума. Но если это есть, то уже исходя из этого опыта, исходя из этого понимания, ты будешь по-другому относиться к гуру, который проявлен в реальном Мгм. физическом человеке, потому что это и есть природа брахман или природа божества, или твоя собственная совершенная природа, сидха там. По-разному можно сказать, но это самое высшее. Поэтому и говорят, что в гуру находятся все божества, как в парабрахмане, то есть все аспекты. Мгм. И для меня, например, нет не то, что проблемы нет, но даже часто бывает такое, что я почитаю богиню в образе своего гуру, потому что я не вижу разницы, да. Ну, я думаю, это как бы правильный процесс, это естественно приходит. Вообще я за то, чтобы вещи естественно случались, потому что когда говоришь человеку как надо, вот, или как он должен делать, ну, это так со скрипом идет, нет этого понимания. А чтобы пришло это понимание, получается, ученик, последователь должен углублять свое восприятие. Практиковать надо. То есть оно вместе происходит. Причем, ну, практиковать разные вещи можно, да. Кто-то практикует гуру-йогу или гуру-севу, там, карма-йогу, служит гуру, Мгм. например, ну, живя рядом с ним, что-то он делает. То есть это же тоже практика. Когда мы делаем садану, которую нам дал гуру, или выполняем его наставления любого характера, мы как бы соединены в этот момент со своим гуру через это. Когда мы следуем его слову или его воле. И происходит пробуждение постепенно. Мгм. Благодаря, не благодаря тому, что мы вот делаем какую-то технику, Мгм. а благодаря тому, что эта техника получена от гуру, и есть соединение с гуру, и, следовательно, энергия от гуру, его сила, его милость, она проникает постепенно, то есть это такой процесс. Для кого-то это быстро может произойти. Если человек открыт и восприимчив, существуют случаи там мгновенного пробуждения, очень редкие, правда, да, но тем не менее. Или ну, может пройти там год-два, а у кого-то пройдет 12 лет, 20 лет, ну и так далее. Постепенно человек раскрывается, у каждого, конечно, своя скорость и свой путь, там своя карма, но всегда ну, процесс происходит, в принципе, одинаково, благодаря милости гуру. Какое-то время, наверное, нужно, чтобы человек перестал верить в техники и поверил в гуру. И тогда процесс пройдет быстрее. То есть много зависит от того,
умеешь ли ты слушать гуру, слышать то, что он на самом деле говорит, быть восприимчив. То есть я бы сказала, что в процессе ученичества, да, вот на этом пути ученичества, мы первое время просто пытаемся научиться быть учеником, вот развить какие-то качества, которые нам бы позволили бы быть учеником. Потому что сначала это как бы, ну, непонятно. Мы как-то пытаемся навигировать, да, мы делаем какие-то практики, которые даются. И это более понятно, потому что там, ну, делай то и то, там, читай такую-то мантру или делай такую-то пуджу. Это на уровне действий, да. Мгм. Большинству людей это понятно. Вот им сказали делать, а они делают. Но это еще не значит, что они прям настоящие ученики. Потому что настоящее ученичество, вот Гуруджи Матиндранах, да, мой Гуруджи, он говорил, что состояние настоящего ученика начинается с самадхи. То есть надо быть в состоянии самадхи, тогда ты совершенным образом, без каких-то фильтров кармических, да, без своего ума, сможешь воспринимать гуру, да, быть открытым и впитывать это все. И поэтому, чтобы достичь такого уровня, надо потрудиться. Хотя бы, ну, достаточно хотя бы частично, да. И, в принципе, самадхи — это то, что нам свойственно. То есть это уже в нашей природе есть это состояние, и мы иногда можем в нем находиться совершенно спонтанно. Иногда, да, и в присутствии гуру оно может возникать. И тогда мы вдруг слышим гуру и воспринимаем, и что-то меняется в нашей жизни. А иногда мы приходим к гуру, и мы закрыты, мы в каких-то своих думах, там, проблемах, и это вот не то состояние, и тогда мы больше в себя воспринимаем, чем гуру на самом деле. Ну, свою вот свою как бы ситуацию обусловленную. Или там частично что-то услышано было, а что-то нет. Поэтому требуется время, чтобы вот Мгм. настроить себя, быть учеником, развить какие-то качества характера, самопожертвование, дисциплину. Много, много есть. И каждому, я думаю, есть над чем работать. Я могу сказать, что, ну, до сих пор я стараюсь а, ну, наблюдать за собой в том плане, какой я ученик, да, то есть не и развиваться в этом. Потому что мы никогда не перестаем быть учениками в идеале. Потому что все-таки Гаракшанатха — это ученик. Это и гуру, и ученик. То есть он ученик своего гуру, и он показывает нам пример или идеал ученичества. И одновременно он является учителем. То есть это не противоречит друг другу, и наоборот, ну, как Гуруджи часто говорит, что мы вот остаемся в этом состоянии ученика, чтобы постоянно развиваться и Мгм. совершенствоваться. Если ты решил, что ты уже все достиг, что вот ты теперь настоящий крутой ученик, и тебя там признали, и гуру похвалил, все, можно расслабиться. Это может быть началом духовного падения на самом деле. Это очень опасно. То есть гордыня может легко раскрыться на этой почве. Поэтому нет конца совершенствованию в этом отношении. Удавалось ли вам совмещать социальную жизнь, например, работу и духовную практику? И если да, то, может быть, поделитесь, каким образом вот Мгм. удавалось это совмещение? Конечно, я поделюсь. Это действительно важный момент, и этот вопрос очень многих интересует, и меня постоянно задают, как совмещать. Наверное, потому что большинство из нас, мы живем в социуме, мы не живем в пещере, и даже не имеем, наверное, возможности жить в таком индийском ашраме.
Я думаю, что, сейчас я вспомню, я думаю, лет 8 я совмещала. То есть у меня была работа офисная, я ходила в офис, и я практиковала. Параллельно с этим у меня были разные там переезды и учеба, там разные жизненные условия, отягчающие обстоятельства. Но желание практиковать было достаточно сильным. И, знаете, это как жажда. То есть я обнаружила для себя йогу, я нашла гуру, и теперь меня ничто не остановит. Вот такая была у меня мотивация, не знаю, чувство такое изнутри шло. И поэтому приоритеты у меня всегда были однозначно выставлены. Сначала йога, да, практика или служение, ну, что-то относящееся к этой сфере, а потом уже все остальное. И, на мой взгляд, когда есть вот понимание, что важно, да, что важнее для тебя, когда ты можешь поставить эти приоритеты, тогда вот легче управлять, да, вот этим балансом и легче сочетать. Потому что, ну, по моим наблюдениям, многие люди, они не понимают как бы, и не чувствуют, что для них важно. И они вроде практикуют, но также сильны другие желания пойти на вечеринку, еще чем-то заняться, вместо того, чтобы поддерживать дисциплину, например, да, потому что для практики нужна же дисциплина. Это ежедневно ты что-то делаешь. То есть это один момент, понимание приоритетов. Знаете, кто-то сказал, не помню кто, мне понравилось, что если вы можете не практиковать, то и не надо практиковать. Ну, то есть это не обязательно, не надо переживать даже на эту тему. Идея в том, что садхана — это как вот необходимость дышать или необходимость в воде, да, для поддержания жизни. Жажда такая. Вот есть духовная жажда, жажда встречи с собой истинным или жажда самопознания, познание атмана, вот возвращение к источнику. И эта жажда, то есть это даже не желание какое-то, именно вот необходимость внутренняя, она побуждает и поддерживать дисциплину, и практиковать каждый день, и делать выбор в пользу, не в пользу удовольствий каких-то, а в пользу пуджи, мантры, там, медитации и так далее. Поэтому я бы посоветовала вот помедитировать на эту тему, тем, у кого есть такой вопрос. Что для них является практика? Да? Насколько она им необходима? То есть это для них хобби, или это для них сама жизнь? И как только мы понимаем, что является самым важным в нашей жизни, все остальное начинает выстраиваться вокруг этого, как вокруг центра, вокруг ядра. У меня вот так происходило. То есть вся моя жизнь, она выстраивалась как-то. Конечно, ушли какие-то люди из моего окружения, то есть какие-то друзья или знакомые, которые не соответствовали моим вот этим намерениям. Да? Мне пришлось поменять там место жительства, многое менялось. То есть нужно быть готовым к тому, что все будет меняться как-то. Скажем так, разрешить этому меняться. Потому что если вы не готовы, то это может быть болезненно, и вы будете сдерживать этот процесс подсознательно. Работа как-то менялась тоже. Она стала более... Я не скажу, она стала там легче или стала меньше, но она стала такая, которая была для меня более комфортна, что ли. Я имею в виду коллектив, например, да, в офисе или еще что-то. В работе много есть моментов, которые могут человека высасывать его жизненную энергию, истощать, там постоянные конфликты или еще что-то. Какой-то климат, да. Немаловажная часть — это наладить вот себе такой климат на работе с коллегами, вообще с балансом каких-то задач, чтобы
вас это не сильно расстраивало, скажем так, аккуратно, да. Я не скажу, что я всегда чувствовала себя прекрасно, да, то есть все-таки часто бывали дни, когда я приходила домой выжатая, как лимон, и, ну, уставшая, да, и мало времени на практику, например, да, ты чувствуешь, ну вот, как бы ты весь день посвятил какой-то работе, а на самое главное у тебя остается совсем чуть-чуть времени. То есть какое-то время с какой-то периодичностью, да, приходят такие мысли, да, и поэтому пытаешься как-то... То есть я уменьшала время сна, чтобы больше практиковать, вплоть до 4 часов ночью, и в обеденный перерыв на работе я тоже немножко спала. Ну так, полчаса. Потом я старалась практиковать во время работы. Но, конечно же, я не читала какие-то мантры там, или я не делала асаны, но я практиковала созерцательные техники. То есть, на мой взгляд, это один из ключей. Как я это вот рассматривала, что если в практике что главное, это мы сами, правильно? Мы практикуем. То есть наше сознание, наша энергия, осознавание всегда с нами. И даже на работе во время выполнения каких-то задач я старалась наблюдать, что происходит во мне, как мое сознание соприкасается с различными формами, как я взаимодействую с различными энергиями на работе. Да, вот люди, общение, атмосферы. Все это старалась отслеживать, и это и есть практика на самом деле. То есть ты учишься взаимодействовать так, чтобы это все тебя не истощало, и чтобы не терять осознанность, чтобы не происходило то, что называется потерей бинду в йоге. Когда ты потерялся в этом, и оно тебя захватило, и уже вечером ты ничего не можешь, ты истощен, и жизнь из тебя ушла. И вечерняя садхана кое-как, ну, то есть это порочный круг. Для этого нужно, каждый день был для тренировки. Если не получилось сегодня, завтра пробуем. Каждый раз с утра вот ты идешь и настраиваешь себя на то, что сегодня эту битву не проиграешь с Махамайей. Потому что она как бы затягивает, засасывает, встреваешь в какие-то конфликты или просто взаимоотношения энергетические. Я сделала вывод, что если сохранять осознанность, то не будешь уставать. Если как бы ты все время находишься в осознанности, как вот в центре своего существа, и из этого центра уже делаешь какие-то действия, их можно делать сколько угодно. Все будет хорошо. То есть главное отношение к действиям. Не обязательно физическим, там, умственным, неважно. Мышление — это тоже определенное действие, и речь. И вот я старалась на этом сосредотачиваться. Таким образом у меня получалось весь день практиковать. То есть дома я практиковала какие-то ритуалы, может быть, да, мантры, пуджи, вот, какую-то такую часть, или асаны, пранаямы на коврике, грубо говоря, да. А днем я практиковала вот созерцательные вещи, какие-то медитации. В метро я практиковала медитацию на наду, на звук, или наблюдала за людьми и старалась распознать в них божественную природу. Увлекательное занятие. Или читала, например, что-то. То есть использовала как-то это время. В зависимости от того, какая у вас работа, какая у вас дорога до работы. То есть можно что-то придумать, чтобы развивало вас, ваше сознание, ваше понимание Вселенной, природы, окружающего мира и вашей собственной природы. Поэтому я уверена, что можно совмещать. И более того, социум всегда нам дает много возможностей для развития.
ставит какие-то задачи, какие-то препятствия, проходя через которые мы становимся сильнее, устойчивее, растем, растем над собой. Испытания какие-то, да, происходят. Испытывается на прочность наша вера, наша устойчивость, наша дисциплина, приверженность пути, осознанность. Вот ты практикуешь утром, вечером и нарабатываешь какое-то состояние йогическое, да? Энергетическое определенное состояние ума, праны, спокойствия. И вот жизнь постоянно испытывает нас на прочность. Способны ли мы сохранять это состояние, что бы ни происходило? Или пока еще нет. То есть если нет, да, если вас работа ваша добивает, не стоит сильно расстраиваться, нужно просто работать с этим. И через какое-то время, то есть сколько пройдет, я не знаю, ну, месяц, год, два, то есть если вы будете стараться поддерживать осознанность и работать со своим вниманием, контролировать, да, в течение дня, то все наладится. То есть постепенно состояние проникает, йогическое состояние проникает во все сферы жизни. Практика на коврике, она поддерживать будет вашу социальную жизнь. Скажем так, тот опыт, который вы получаете в социуме, будет поддерживать вас тоже в вашей садхане, может быть, давать больше устремленности, практиковать более искренне, с большей самоотдачей. Я, знаете, такое замечала, что когда у вас мало времени, но вы очень хотите, то можно очень-очень хорошо попрактиковать. Потому что время, на самом деле не имеет большого значения. Оно скорее в начальных этапах имеет. Но в целом более важно это глубина погружения и глубина искренности вашей практики, насколько душа, ваше истинное «я» включено в то, что вы делаете. Если у вас получается этого достичь, тогда уже время там не имеет значения, потому что вы можете попасть в очень-очень глубокие правильные состояния, которые имеют природу вечности. Вот иногда можно сказать, что социум своим прессингом, да, иногда человека побуждает к такой вот отчаянной попытке проникнуть в самое свое существо, да, в ядро, и она удается. Я не к тому, что так должно быть, просто иногда есть такой эффект тоже, по моему опыту. Потому что люди иногда, они очень хотят практиковать, но они имеют много обязательств, например. У кого-то дети, у кого-то, может быть, родители больные или еще что-то. И ты понимаешь, что с кармической точки зрения неправильно было бы вот это все кинуть, отказаться, потому что это все-таки, твоя кармическая ситуация, которую надо с ней как-то поработать. А практиковать хочется уже сейчас и сильно. И поэтому все равно существует всегда способ, потому что йогическая реализация, она не где-то там, она вот внутри. То есть там, где мы есть, там она тоже есть. И если это понимать, то, в принципе, можно как-то справиться. А зачем нужно работать с этим? Помимо того, что просто не уставать, иметь силы для практики, но, может быть, есть еще какие-то цели в сохранении и увеличении энергии? Конечно, конечно, есть. Помимо общего жизненного тонуса, да, чтобы нормально себя чувствовать, есть вполне йогические цели, потому что для того, чтобы был какой-то прогресс в садхане, духовный прогресс, нужна энергия. Когда у нас нет энергии, да, или когда мы ее тратим на какие-то социальные активности, мы можем практиковать, но ничего происходить особенно, может, и не будет. Такого прорывающего, какого-то прорыва может не быть довольно долго. Многие практики йоги направлены на то, чтобы мы, во-первых, не растрачивали энергию, сохраняли, да, во-вторых, накапливали побольше. И тогда в какой-то момент она, опять же, благодаря каким-то практикам определенным, она трансформируется. То есть она способна трансформироваться, когда этой энергии достаточное количество, и когда мы ведем правильный, определенный образ жизни, да, следуем яме не яме, то есть достаточно чистый образ жизни, да, тогда энергия может трансформироваться в другое качество. И если ее много,
и она хорошего качества, тогда она начинает свое восхождение, свое пробуждение. А если ее мало, или она так себе грязноватая, скажем так, или томасичная, низкие какие-то вибрации, да, то это не происходит. Или происходит как-то неправильно, потому что, например, кундалини можно попытаться пробудить технически какими-то методами, усиленными там дыхательными какими-то вещами, там раскачать эту энергию, но если она нехорошего качества такая, человек не следит за собой, он просто хочет пробуждения кундалини, потому что он прочитал, то могут быть проблемы. То есть человек может и с ума сойти, и он получит увеличение своих омрачений, например, потому что энергия усиливает омрачение. Вообще все усиливает. А если мы как бы недостаточно чисты, я не говорю там о совершенной чистоте, хотя бы чтобы чистота преобладала немножечко над омрачениями, какими-то проблемами, да, то тогда это все вырастает, все, что есть, все напитывается, и, может быть, не очень приятно. Человек может даже не заметит, но он может стать неадекватным, психически неуравновешенным. Есть много примеров я видела таких. Я бы сказала, важно с самого начала следить за своей энергией, вообще разобраться, что это такое, качество праны, как это формируется, что на это влияет. Поэтому яма, не яма — это это фундамент практики, это достаточно важная вещь. Это все связано с управлением энергией. То есть это не просто моральные какие-то принципы, законы, как заповеди, да, в христианстве. В йоге это чисто имеет практический характер, необходимо для корректного следования пути, для правильной трансформации. И, соответственно, когда мы наблюдаем, да, как то или иное событие или то или иное поведение, еда, что угодно влияет на нашу энергию, мы развиваем, во-первых, чувствительность, восприимчивость тонкую. И, во-вторых, мы на опыте понимаем, как лучше нам действовать. Да? То есть речь ведь не в том, чтобы слепо следовать каким-то правилам, да? А в том, чтобы понять, как это для тебя работает, да? В чем польза этого, какая роль, как это связано с твоим развитием, с твоей садханой. То есть если есть такое понимание, то человек естественным образом будет этому следовать, потому что он понимает, если он пойдет сейчас в пиво пить с друзьями, да, то, наверное, знает, как пиво действует, да, на прану, на состояние в целом, да. Может быть, его пранаяма пострадает, например. И он из-за этого не будет этого делать. Опять же, вопрос приоритета. Он просто выбирает, что лучше для его практики. Но для этого нужно понимать, чтобы применять это все в различных ситуациях в жизни. Потому что никто в текстах там про пиво, например, не писал, да? Или там еще про что-то, да? Но жизнь меняется, у нас современные условия, много всего интересного, того, что не было раньше. И надо просто понимать смысл этих вещей, и тогда применять это на практике и управлять своей энергией. Тема или выражение «управлять энергией», что это значит вообще? Это управление вниманием, наверное, и своими решениями, действиями. Куда ты свою энергию инвестируешь, на что ты обращаешь внимание или не обращаешь. Это часть, скажем, этого пути надха. Да? То есть надха как владыка собственного тела, собственного внимания, сознания, энергии,
всего себя. И если человек себя не контролирует, то он не может надхом называться или йогином, да, потому что одно из определений йогина — тот, кто контролирует свои чувства или кто обрел, ну, победил. То есть то, что называется индрия джая, то есть победа над чувствами. Имеется в виду даже не только эмоции, но и в целом все, и ум тоже. И то, как человек взаимодействует с социумом. Если он не контролирует, он не йоги. Поэтому вот контроль энергии, он ко всему имеет отношение на самом деле. Но для начала просто надо понимать, что такое энергия, что такое сознание. Наверное, с этого начать. Как эта энергия проявляется в нас, во всем она проявляется. То есть я бы советовала просто связывать все, что мы слышим, да, или то, что учителя говорят, я говорю, да, то, что мы читаем, вот с собой. Вот где это в нас, где это в нашей жизни, надо найти. И тогда это будет для вас иметь жизненно важное значение, и, ну, будет более понятно, и будет сразу связано с опытом. То есть это не будет что-то абстрактное. И процесс пойдет быстрее. Вот так.